Asus, вот какого черта? Вот где был вот этот вот ноутбук 14-дюймовый Asus ROG Zephyrus G, это 405, по-моему, да, G405, когда я покупал вот этот твой Asus ROG Zephyrus 16-дюймовый. Честно, мне настолько обидно, потому что вот это тот формат, который я давно искал. 14-дюймовый на RTX 5080, на Intel Core Ultra 9, смотрите, Intel Core Ultra 9 386H, 64 гига. Ребята, это просто идеальный формат. Вы посмотрите на его материалы корпуса. Это же металлический, вот такая вот бусинка, которую ты там трогаешь, он весь металлический. А у меня, давайте я обойду, вам сейчас покажу. У меня 16-дюймовый Asus ROG Zephyrus, у которого даже нет нормальной фирменной вот этой вот полоски, которая, блин, здесь она просто вот как просто полоска. Давайте посмотрим, что у нас здесь. А у нас здесь Intel Core Ultra 9 275HX, ладно, процессор еще ладно. Тот же самый 5080 GPU, 64 гига памяти. Но, здесь пластик, здесь металл, а здесь стекло с OLED-экраном. Здесь металл. Ну как так? Вообще, объясните мне. При этом, блин, он просто идеален. Он просто идеален. Давайте даже сейчас пойдем, распакуем, посмотрим порты и потом продолжим. И вот он такой, ROG Zephyrus G. Давайте открывать. Сразу же его открывать. Сама коробочка с ROG Zephyrus. Посмотрите, какая она увесистая, прикольная. Давайте. Коробочка с аксессуарами. И сразу покажу вам, что идет в комплекте. У нас идет вот такая вот штукенция. Это чехольчик. Чехольчик прикольный. Он хотя и тряпичный, но внутри, смотрите, какая прелесть. Алькантара. Шучу, конечно, но сам факт того, что он есть. Вообще, давайте оставим его здесь тоже. Сложим коробку и посмотрим, что у нас из аксессуаров. Зарядка Type-C. 100 Вт. Фирменная. То есть это конкретно для работы, для путешествий или просто для самой зарядки. Конечно же, у нас кабель один, кабель второй. И есть 300-ваттная зарядочка. Фирменная Asus ROG. Вот такой вот 300-ваттный блочок. Это прикольно. Теперь по поводу самого Zephyrus. Оп. Красавчик такой. Раз, я, конечно же, им пользовался. Здесь смотреть больше нечего. Сразу говорю, здесь документы лежат. Здесь смотреть больше нечего. И открываем. Посмотрите на этот дизайн. Металлический корпус. Ну, давайте тест. Ага, не с той стороны чуть-чуть. Давайте вот так вот. Тест, как там любят маководы. Опа! Одним пальчиком. Дело в том, что это конкретно прямой конкурент прошки. Да? Вот если брать уже там Apple MacBook Pro. Посмотрите на размер вот этого вот тачпада. Кстати, тачпад божественный. Я его сразу включу и будем смотреть. Смотрите, здесь у нас Type-C-шечка, Type-A. Здесь у нас Thunderbolt 4. Картридер. Смотрите, вот эти заставочки такие красивые. Здесь у нас фирменный разъем питания HDMI, USB Type-A 3.2 формата и Type-C тоже 3.2. И разъем для гарнитуры. Сама по себе клавиатура не расширена. Это компакт-клавиатура с 4 дополнительными кнопочками. У нас шикарнейший 14-дюймовый экран, 3К, OLED, стереодинамики по бокам, кстати, очень классно звучащие. OLED и плюс у нас Nebula HDR, как они называют, да, там с 1000 нит яркостью пиковой. Об этом мы еще поговорим попозже. Но экранчик, кстати, посмотрите на углы обзора, да, то есть мы можем с каждого угла классный, с бесконечным контрастом. Слушайте, ну прям прикольный, с весом 1,58 килограмм. Есть камера, есть стереомикрофоны для шумодава. Прям вообще топ. Но давайте пойдем поговорим дальше. Посмотрели, да, а вот классно. Короче, ребят, действительно, сейчас мы пойдем, вот, видите, здесь даже светодиодная полоса. Вот она, давайте мы ее закроем. Вот она, видите, светодиодная полоса светится, а здесь ее нету. И вот это очень обидный момент. Мы сейчас с вами пойдем на сайт
где продается на фирменный сайт Asus. Посмотрим технические характеристики, посмотрим, сколько он стоит. И, конечно же, ссылки в описании под видео. И не только ссылки на сам продукт. Сейчас мы обсудим, какие ссылочки там еще есть. Там есть и про гарантию расширенную. Короче, определенный вид гарантии. Подписываемся, нажимаем колокольчик, переходим и будем его уже тестировать. Так, смотрим. Ноутбук для геймеров. Цена, конечно, ничего себе, но мы понимаем, за что мы платим. OLED-дисплей, Power Delivery, чехол. Давайте еще основные хайлайты. Экран 14 дюймов, 3К OLED 120 Гц, Intel Core Ultra 9 386H, 64 гига оперативной памяти. Конечно же, это будет LPDDR5 NVIDIA GeForce RTX 5080 на 16 гигов, 2 терабайта SSD, 1,58 килограмм для вот такой вот махины. Скажем так, 73 ватт-часа. 24 месяца гарантии, но на Asus ROG серию есть такое понятие, как идеальная гарантия. Это когда у тебя, по сути, бесплатная расширенная гарантия. Ну, например, там случайно поломали ноут, ну там кошка его там погрызла, знаете, как вот там экранчик укусила. Все это Asus ремонтирует бесплатно. И вот, кстати, ссылка на ноут и плюс на идеальную гарантию лежат в описании под видео. А вот про экранчик они как-то написали. Я, конечно, понимаю, что они там, возможно, написали чуть-чуть больше, но здесь 2880 на 1800 разрешение с Dolby Vision, с G-Sync, на секундочку. Вы найдите такой там веса, у него веса дисплей HDR, True Black 1000 сертификация. И, кстати, по Wi-Fi, что они не пишут, что здесь Wi-Fi 7? Прикиньте. Ладно, давайте посмотрим, что они в хайлайтах пишут. Ну, Intel Core Ultra 9 386. Чтобы вы понимали, это у нас по 2,1 базовых ГГц, которые разгоняются до 4,9. 16 ядер, 16 потоков. Вы представляете вообще мощность этого процессора? Сам по себе OLED-дисплей с яркостью до 1000 нит пиковой. Кстати, для дисплея ноутбука это даже вот too much, как я это называю. 100% покрытия DCI-P3, пожалуйста, монтирую не хочу. Есть возможность заряжать от Type-C, ну именно заряжать, потому что играть на Type-C, откровенно говоря, невозможно. Ну, он не будет нормально давать производительность. Это чисто вот для каких-то рабочих моментов, либо просто для зарядки. Ну и есть, конечно же, фирменный MUX Switch, который выбирает, какую видеокарту подключить в определенный момент, потому что здесь есть все-таки Intel, конечно же, встроенная. Ну и сами по себе технические характеристики, они тут тоже какие-то приводят. Текстурный пластик 1,58 килограмм. А вот, да, пишут 16 мегабайт кэш до 4,9 ГГц, NPU у нас до 50 тераопс скажем так, с искусственным интеллектом, есть сам по себе процессор. А графика у нас 1550 МГц, это на 115 ваттах, а у нас есть еще мануальный режим, где мы можем получить 1500 Boost Clock плюс 50 Гц. Короче, оверклокинг можно прямо из коробочки замутить. 16 гигов для графики GDDR7, ну и сам по себе экранчик мы уже с вами обсудили, 120 Гц, 1100 нит пиковой яркости, 1 к 1 миллиону, 1 миллион к 1 контраст. Ну, это OLED, ну, там бесконечный черный. А вот память у нас, кстати, LPDDR5X 8533 на борту. Ничего себе, 64 гига. Кстати, 4.0 PCI-Express у нас на NVMe идет 2 терабайтный. Ну, по слотам у нас Thunderbolt 4 с дисплей-портом до 40 гигабит. Короче, ребят, и остальные у нас 3.2, у нас Type-C и Type-A абсолютно практически одинаковых, тут до 10 гигабит. 4 спикера с двойным вуфером. Да ладно, слушайте, а что вы сделали? Монстра какого-то сделали, а? Ребят, давайте уже переходить, наверное, его тестировать, потому что очень интересная тема получилась. Ну и начал я играть конкретно со Star Wars Outlaws и объясню, в чем фишка. Вы видите сейчас 139, 140, 150 FPS. Здесь много травы, много мелких элементов. И объясню. Дело в том, что, здесь RTX 5080. Конечно же, здесь есть DLSS 4, которая может получить до X6, да, там, здесь 4X генерация, до 6X ускорения формирования кадров. Давайте я сейчас это применю. Вы сейчас посмотрите, сколько кадров она на высоких настройках выдает стабильно на 2К.
Это же не просто, допустим, Full HD, это 2К экран, вернее, они считают 3К, но я имею в виду, я его сейчас привел к 2К на 1440p, для того, чтобы не было обрезано у нас сверху черных полос не было, да, то есть, ну, вернее, по бокам в данном случае было бы. То есть, вообще идеально. То есть, вы можете получить стабильную игру, если не хотите генерацию кадров и каких-то мелких артефактов, хотя их практически в DLSS 4 нету. Вот просто вы можете получить именно такую качественную игру больше 40 FPS. Хотите играть, ну смотрите, у меня графика с высокими настроечками. Хотите играть с генерацией кадров, да, бога ради, просто-напросто поставили 4X, давайте эплайнали и все, поехали дальше на генерации кадров. Во сколько раз мы приросли? Нифига себе, больше, чем в 4 раза. Смотрите, то тоже можно ездить, стрелять. Ну, само собой, игрушка прикольная, вообще невероятно. Хотя, честно вам скажу, немножко отход от сюжета в другую сторону. Мне не понравился сам сюжет, поэтому закончить все не хватает времени. Пошли обговаривать его дальше. Ну и давайте посмотрим, что же у нас за графика. Но для начала, сразу говорю, мы смотрим на диск. В чем уникальность, не графика, еще процессор, да, кстати, процессор же мы должны с вами посмотреть. Уникальность данного ноутбука, хотя он и мега-компакт, где обычно тяжело сделать какое-то охлаждение, в том, что здесь, во-первых, стоит Samsung, не самый, скажем так, холодный SSD-шник, 2 терабайтник на NVMe Express 2.0, и у него скорости чтения действительно отвечают вот тем шинам, тем скоростям, которые они заявили. 7035 на прямое чтение, 5726 мегабайт в секунду на прямую запись. Тут важно другое, то что во время вот такого вот дикого теста у нас сам по себе диск не нагрелся больше, чем на 55 градусов. Грамотно сделанное охлаждение самой вот этой вот системы SSD NVMe, да, который здесь стоит. Тут, в принципе, мы с вами уже поняли. По процессору. Давайте по процессору посмотрим. У нас Intel Core Ultra 9. Ну, смотрите, 386H, это Panther Lake. У нас 18 мегабайт кэш третьего уровня. И как у нас разделяются именно ядра? 4 производительных, 8 эффективных и 4 ультра низко, скажем так, энергоэффективных. При этом это все 16 ядер, 16 потоков. У нас PCI-Express 5 шина на проце по факту, хотя SSD стоит PCI-Express 4. По памяти. Тут следует отметить очень интересный момент. 64 гига. Тут у нас 8 каналов по 16 бит. Когда комментаторы начинают смеяться, когда я говорю, например, на DDR5 4 канала, 2 канала, 8 каналов, они не понимают, как работает LPDDR5 память, им нужно просто изучить матчасть. Дело в том, что в DDR4 двухканальный режим, это означало, что все работали, там, допустим, 64 бит на 2 канала. В LPDDR5 памяти, когда идет у нас больше частоты, есть возможность реализовать, например, на одной плашке, в одной плашке 2 канала по 32 бита. Либо 4 канала по 16 бит, что существенно увеличивает именно параллельную скорость передачи данных. То есть это приводит к увеличению самой скорости памяти. То есть в данном случае, да, память работает в двухканальном режиме, 8 на 8 субканалов по 16 бит. Вот так вот будет правильнее сказать. Не верите? Пожалуйста, изучайте. По бенчмарку, давайте забенчим этот CPU-шечку, и я вам скажу так, что он немножечко уступает к десктопным решениям AMD Ryzen 9 3950X, 16 ядер, 22 потока. В одноядерном он проигрывает, именно десктопный вариант. В одноядерном он приближается ближе к, давайте, ну вот, сейчас, не такое решение, вот, 7950X. 7950X, 16-ядерный, 22 потока, он, конечно, выиграет, во-первых, десктоп, во-вторых, больше потоков. Здесь-то у нас энергоэффективные есть ядра, а есть мощные ядра. Если бы такое же построение было у проца десктопного, то, поверьте, этот бы его вздрючил бы в первые там, 5 минут. То есть, по факту, он по одноядерному тесту такой же, как 7950X. Если брать... Ну, например, там Core i9 десктопный 12900 чуть-чуть обгоняет, при этом это чуть-чуть. А он приблизительно такой же, как Core i5 14600K на 14 ядер, 20 потоков. Вот приблизительно. А знаете, что самое интересное? Вот мы играли
Самое классное здесь в этом экране, это то, что кроме того, что это OLED-панель, да, там, у нас есть частота отклика 0,2 секунды, там, 120 Гц. Это одна из первых OLED-матриц, которая получила OLED G-Sync. То есть по факту, благодаря сотрудничеству ROG, Samsung и Nvidia, потому что это матрица Samsung, здесь это реализована частота обновления самих пикселей, не экрана, 960 Гц для того, чтобы не было разрыва кадра. То есть на G-Sync. Это прям невероятная технология. Ну давайте по карточке 5-нанометровая, стандартная RTX 5080 лэптоп, 256 бит у нас ширина канала, 16 гигабайт на GDDR7. И, кстати, вот моя любимая карточка, знаете почему? Потому что 5090 избыточный греется, охренеть как. А 5080 и для монтажа, и для чего угодно хватает. Смотрите, чем мне нравится Киберпанк. Мы запускаем сейчас бенчмарк, запускаем и получим, я вам сразу скажу, 100 FPS на 2К разрешение. Ну, фактически 3К, потому что я обрезал, просто изменил соотношение сторон для того, чтобы записать этот обзорчик. Мы получим около 100 FPS среднего. Да, это вот классно работает с DLSS 4 в ультра-перформансе, фактически с генерацией кадра, вот 91 внутри, там где есть у нас дымка и есть неоновое освещение, и до 100 и больше снаружи, да, когда будем сейчас там летать. При этом это все с рейтрейсингом, мы получаем достаточно хорошие результаты на настройках высоких и ультра, в некоторых моментах именно самой скажем так, в расширенных настройках графики. Сейчас увидите, давайте долетаем до, здесь мы уже пошли 107, 111, 112 на открытом воздухе, да, там под открытым небом. Посмотрите, какое у нас отражение в лужах идет, прикольное. Но на генерации кадров, да, там отражение не такое прикольное, как без генерации кадров. И я сейчас специально для вас сделаю этот тест без генерации кадров, для того, чтобы вы увидели, какую красоту в отражении. Вот просто обратите внимание, сравните. Давайте долетаем до конца. Посмотрим на результаты. Потом я выставлю рейтрейсинг ультра на данном разрешении и посмотрите, в чем разница. Разница только в отражениях. Вот серьезно вам говорю. Давайте смотрим результат средний по FPS. Я вангую под 191.41. Ну, заванговался. Ладно, в settings ставим, давайте, рейтрейсинг ультра. Да. И поехали, давайте побенчим на Ray Tracing Ultra. Здесь будет 51, 52, ну стабильных больше 40 FPS, это железно, до 60 стабильных под открытым небом. Вот сейчас, кстати, обратите внимание на те отражения, которые сейчас идут. Вот там будет прям очень красиво. Прям очень красиво будет. Ну давайте дальше полетело. Смотрите, вот эти вот лучи. И теперь смотрите разницу в отражении. Что было на DLSS, здесь более четкие отражения. Смотрите, посмотрите на качество. Вот о чем я говорю. Единственное, на что вот DLSS, да, там влияет так очень сильно, конечно, генерация кадров, это на отражение в стекле, в лужах и тому подобное. Если вы хотите там с полным качеством, с эффектом присутствия, то это, конечно, лучше играть 40-50 FPS комфортно, чем 100-130. Больше 100, ну, вернее 100. 100 это уже там киберспортивные какие-то мероприятия, где нужна более реакция. Если вы играете в игру с кинематографическим эффектом каким-то, то, конечно, в таком варианте лучше. И смотрите, рейтрейсинг у нас полный на ультра, так что все очень классно работает. Конечно же, мы провели 3D Mark тесты и скажу вам свое мнение. Очень интересно получилось. 3920 баллов в Steel Nomad, это у нас на DirectX 12. И чем мне нравятся эти тесты, то что в игровых вариантах мы можем промониторить с вами температуру. Например, кстати, Battlefield 5 они дают тут нам расчет 155 плюс FPS на 1440p Ultra, 140 FPS в Apex, в GTA 110 FPS, в GTA 5 RDR 65 плюс FPS и в Fortnite у нас дает 65 плюс FPS. Наша конфигурация, и тут нам стоит уже с вами посмотреть при утилизации, при загрузке GPU 100% и при корректной работе процессора в паре GPU у нас температура в среднем держалась процессора 72
ой, до 70, а GPU до 72, потом 71 было, и пиковое значение там один раз до 86 CPU температура поднималась, до 87. То есть в среднем себя ноутбук неплохо чувствует, потому что здесь, во-первых, они сделали свою вот эту вот охлаждение ROG Intelligent Cooling, она, кстати, на жидком металле построена, плюс у нее технология Trifan, это три кулера стоит, и плюс еще там еще и медный радиатор на 137 ультратонких ребер 0,1 мм. Все это еще там с пылевыми сетками. Короче, над охлаждением они поработали. Я-то думаю в такой корпус засунуть. Честно говоря, такое тяжелое интересное решение. Давайте загрузим еще с вами другой тест. У меня есть из самых последних современных тестов. Это у нас еще идет Speedway. В принципе, здесь температура тоже подтверждается именно точно такими же цифрами. То есть разные тесты дают одинаковые показатели по температуре и загрузке. Также у нас есть Armoury Crate, фирменная фишка, где вы можете, конечно же, управлять и продуктивностью, ставить продуктивный режим, турбо. Но я сейчас тестирую продуктивно, потому что в турбо он шумноват. Говорю сразу, несмотря на то, что здесь тихая такая у нас система охлаждения, но в турбо режиме он, конечно, и мощнее, и чуть-чуть погромче работает. У нас здесь есть управление устройствами Aura Sync, да, там можно подключаться профили сценариев, макросы, библиотеки игр, под которые вы можете задавать различные профили работы и сценарии, настройки дисплея, и, конечно же, у нас есть фирменная фишка. Это ROG Elite Rewards, правильнее будет сказать. Это программа, в которой можно накапливать баллы. Вы просто выполняете некоторые задания, там, например, проходите какие-то опросы, смотрите какие-то трансляции, участвуете в инициативах ROG, накапливаете баллы, а потом можете еще взять и, там, допустим, обменять их на какой-то мерч, какие-то эксклюзивные товары ROG или даже игры иногда раздают за эти баллы. Но это для фанатов ROG. Я ссылку закинул вам в описании под видео, сами ознакомитесь. Ну и давайте Stalker 2, в принципе, выходим. На эпичных настройках, давайте настроечки эпичные, где там графика, все на эпике, при этом это все у нас на 2К, ну 3К с урезанными на измене 2К, давайте считать. И все это у нас отлично работает в районе 100 FPS. Многие мне, знаете, пишут, там, ну что ты там на темном, когда тестируешь, на светлом надо тестировать. Нет вообще никакой разницы. Дело в том, что на черном, что на белом, это в случае с декодированием видео в определенных кодеках, там больше ресурсов надо на декодинг. Здесь просто-напросто меняется гамма и... Ой, радиация. Меняется гамма и просто-напросто темные пиксели, светлые пиксели. Количество графики от этого не меняет, он ее все равно обрабатывает, как она есть. Поэтому вот если мы имеем в темной сцене там 99-100, тут светлая будет то же самое. Единственная разница у нас будет при количестве маленьких движущихся объектов в кадре. Вот там вот может там проседать. Но в целом в среднем мы 90 своих кадров на эпике на 2К здесь получим спокойненько. Где тут должен бегать какой-то? А вот оно бежит монстрила. Ты куда ты бежишь? Иди сюда, я тебя он Макаровым сейчас задубашу. Все, с добрым утром. Ну и Doom Dark Ages. Помните, когда выпускали Doom Dark Ages, ванговали, что нужно будет какое-то железо сумасшедшее. Ну, сумасшедшим это железо не назовешь, хотя это очень мощный комп, да. Но здесь можно выставить генерацию кадров 6X, чтобы вы понимали, на DLSS. На ультра перформансе 6X. И она будет на высоких настройках 250 кадров. Посмотрите на это вообще неподобство, как я это называю. Но играть очень даже можно. Мы сейчас с вами еще поиграем в PUBG, мой любимый, потому что без него я обычно тесты не провожу. Ну, люблю я это дело. Я больше пабгер, я вот эти вот все игры не очень люблю, хотя игра прикольная. Doom Dark Ages, это просто что я тестово загрузил саму игрушку. Doom Dark Ages одна из тех игр, которые, ну, такие, знаете, атмосферные, прикольные и заслуживают внимания. Красиво, да? Вообще, графончик просто топчик. А ну-ка, где тут кто еще есть? Побежали. Ну, хотя бы еще одного монстра, и можно идти дальше. Стабильненько держит. Вот здесь вот по этим надо забираться, я помню. Побежали. Здесь мы сейчас кого-то встретим. Какие, классные эти локации, какая классная графика. Мне эта игра очень сильно заходит. Ну, это стартовая графика, да, там Doom.
вернее стартовая локация, но от этого она не становится хуже. Здравствуйте. Так, все, переходим в PUBG. Еще в PUBG интересно посмотреть. Слушайте, ну конечно же PUBG. PUBG в настройках, смотрите, в максимальных, давайте я вам сейчас графику включу. Максимальные, самые высокие, которые могут быть на основных, ну 2К с урезанными рамками, да, я сделал урезанные рамки. И тут у нас все работает просто-напросто шикарно. В том плане, что это подходит для киберспортивных мероприятий 140-150 FPS. Если играть 1080p, как многие там киберспортсмены понижают даже разрешение, то будет там вообще по 200, по 250. А так я вам скажу, очень взвешенный, классный ноутбук. Да, ультрик, да, стоит. Но, извините меня, и проекты, 50 тераопс, вы можете здесь, и камера у вас будет работать. И это не про это про то, что игры свои любимые возить с собой. То есть мне 16-дюймовый неудобно, допустим, мне монтаж, я вот лучше такой буду брать 14-дюймовый, это действительно удобно, с собой мобильный мониторчик закинул какой-то в рюкзачок, и все, и поехал, у тебя с собой мобильная, скажем так, станция для монтажа с нормальным объемом SSD, и что я вам могу сказать, классная вещь. Классная вещь, еще и с классно работающей батареей на 73 ватт-часа, да, 23 часа при проигрывании видео Full HD. Да, давайте будем реалистами, пускай это будет там 15 часов проигрывания, при, там, допустим, 6-7 часов нормальной работы. Но, как только вы задействуете внешнюю графику, вернее, дискретку, то тут будет, конечно, меньше. Тут уж стоит это понимать. Ребят, выходим, делаем выводы. В качестве выводов скажу, невероятно маленький, классный компакт игровой Asus ROG Zephyrus Ultrabook. Выговорил. Ребят, рекомендую. Классная тема. Очень сильно мне понравился. Форм-фактор просто идеален. Материалы класснючие. Ну и по играм вы сами все видели. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.